Всем привет, с вами Тандер, и сегодня в видео будет САМПТ. Итак, начнем сначала. САМПТ — это комплекс ПВО, который в War Thunder стоит на вооружении у Италии и Франции. Сразу оговорюсь, разницы между ними никакой, в видео будет показан французский вариант. Комплекс состоит из одной СОЦ, техника, которая оснащена радаром и которая отвечает за обнаружение целей и наведение ракет, и СОУ, весь функционал которых заключается в запуске ракет. Ничего нового. И СОЦ, и СОУ сделаны на одной базе. Однако по очевидным причинам СОУ имеет худший разгон, так как у нее недостает 50 лошадиных сил. База может развивать скорость до 110 км в час, но будем честны, вы эту скорость сможете набрать только в идеальных условиях. Если разгоняться, не знаю, наверное, час. Тем не менее, по прямой ваша подвижность в целом нормальная, но вот поворот с нулевой скорости по бездорожью — это тяжело. Тем не менее, проблем я не ощутил, ведь на большинстве карт вы никуда и не сможете уехать, но об этом позже. Давайте рассмотрим основу. РЛС на САМПТ — это буквально одна из самых лучших РЛС в игре. Потрясающая скорость сканирования, один проход в секунду в совокупности с феноменальными углами по вертикали 90 градусов дают полную, постоянную, хорошую осведомленность обо всем, что происходит в воздушном пространстве. Дальность у радара тоже хорошая, и в целом нареканий по работе РЛС у меня вообще нет. Теперь же давайте рассмотрим немаловажный аспект. Ракеты. Астер-30 Зур САМПТ довольно спорный элемент. Максимальная скорость до 1550 метров в секунду. Всего 7 кг в тротиловом эквиваленте и целых 50 G перегрузки с АРЛ ГСМ. Казалось бы, неплохо, вот только есть куча нюансов, и для этого я сразу вам покажу графики, которые я сам лично сделал. График показывает стрельбу по прямолетящей цели ровно на ПВО. Прочие параметры пуска указаны на самом графике. В любом графике видно, что первые 12-13 секунд Астер-30 вырывается вперед именно по времени, за которое ракета преодолевает расстояние. После же вырывается вперед Бук. Если же рассматривать скоростную составляющую, то тут, к сожалению, все не так хорошо. После 6-8 километров, на которых она является самой быстрой в игре, ракета катастрофически начинает терять в скорости, и уже через 13-14 километров ракета в лучшем случае обладает скоростью в 4000 км в час. Но опять же, это если цель на высоте 10 километров, а вот если цель на высоте 1 километр, а пуск на дальности в 20 километров, ракета через 12 секунд летит уже со скоростью 3000 км в час. И это по неманеврирующей цели, что очень важно. Да, Астер-30 единственная ракета в игре, которая поражает цель на высоте 1 километр и дальности пуска около 100 километров. Вот только это благодаря длительности работы ракеты, целых 210 секунд. Но как только враг начинает высокоскоростной маневр, вот тут начинаются проблемы. Вы не сможете поразить цель уже на 14-16 километров, которая летит не на вас, а скажем в перпендикуляр, а Бук сможет. Чем ниже цель, тем хуже Астер. С учетом того, что ракета имеет вертикальный запуск, при этом не холодный, это очень сильно увеличивает минимальную дистанцию поражения. В игре это около 1,5-2 километров по медленно летящим целям. По высокоскоростным целям, летящим на вас, можете брать смело 3-4 километра. Ближе уже почти невозможно. Тем не менее, если против самолетов САМПТ вследствие малой энергетики, хотя точнее недолгой работы двигателя, не очень хорош, только если этот самолет не летит просто по прямой, то вот в перехвате САМПТ показывает себя просто потрясающе. Перехватывать ракеты, бомбы, даже птуры — это то, в чем САМПТ является, по моему мнению, одним из лидеров. Прекрасный быстрый набор скорости в совокупности с маневренностью позволяет реагировать за малый промежуток времени, а прекрасный радар дает очень точное целеуказание. Если вы следите за моим телеграммом, вы могли уже знать, что в одном из боев я уничтожил 31 боеприпас. Вот тут следует сделать важное замечание. Респауны. Не знаю, кто и как играет за французов сейчас, но процент побед у меня 41% за 40 боев. Что как бы, ну, немного, мягко говоря. И это только из-за наземной команды. И большинство моих смертей это или просто невозможность спрятаться на картах, или же слив всей команды, несмотря ни на что. Так что проблема расположения ЗРК и смерти от вражеских танков очень велика. Также хочется напомнить, не стреляйте по целям без особой необходимости, без остановки, если это возможно. Старайтесь сделать небольшую паузу между выстрелами от полусекунды до 1,5 секунд. По итогу мы имеем хорошую ЗРК, которая не очень сильно на дистанции по низколетящим, быстрым маневрирующим целям и просто прекрасно в перехвате боеприпасов. Надеюсь, вы подчерпнули что-то полезное. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем ролике.